Итак, друзья, 3 базовых асаны. Практически нет противопоказаний. Там какие-то маленькие исключительные случаи. Читайте в описании под видео, все будет указано, противопоказания. А пользы очень много. Первую асану мы будем делать, она называется Дирга Пранам, или долгое приветствие. Эта асана укрепляет мышцы живота, укрепляет мышцы поясницы, что очень сильно помогает в медитативной позе. Стимулирует работу пищеварительной системы, стимулирует работу кишечника. Гораздо легче становится ходить в туалет, когда ты регулярно делаешь эту асану. Для женщин это прям вот основа основ женского здоровья, потому что она регулирует менструальный цикл. И у меня есть несколько таких случаев, когда женщины обращались именно вот с этой проблемой, что месячные или вообще они кончились, или как-то очень нерегулярно, как-то очень болезненно. И вот эти вот асаны я советовал, и потом они через месяц говорили: да, это какое-то чудо случилось. То есть просто все исправилось, и все теперь хорошо работает. Поэтому это основа женского репродуктивного здоровья. А у женщин очень сильно связано их сияние и красота именно со здоровьем репродуктивной сферы. Если там все хорошо, то впечатление, которое барышня производит, оно очень магнетичное такое, сильное впечатление. Поэтому для женского здоровья очень хорошо. Контролирует 3 нижние центра. Вы узнаете об этом из курса биопсихологии. И контролирует основное количество негативных эмоций, то есть облегчает негативные эмоции, дает возможность гораздо легче достигать самообладания, самоконтроля. Делает позвоночник гибким, растягивает позвоночник, убирает из него всякие разные зажимы, укрепляет мышцы спины, укрепляет ягодичные мышцы, убирает лишний жир из живота, делает талию очень красивой, хорошей. Пищеварение. Работа внутренних органов, работа репродуктивной системы, растягивает позвоночник, укрепляет мышцы спины и живота, укрепляет мышцы ягодиц. Итак, смотрите, я сажусь так, чтобы мои большие пальцы смотрели вперед и пятки касались ягодиц. Во время всей асаны нужно будет делать так, чтобы пятки не отрывались от ягодиц. Вот я вот сижу, выпрямился. Теперь делаю вдох. Полное йоговское дыхание, помните? Вдох, вдох, вдох. Вот так вот натягиваю руки, прижимаю вот эту плечевую область к ушам и начинаю делать выдох. Когда я наклоняюсь вперед, я стараюсь наклоняться с прямой спиной, опускаться на мышцах спины, и при этом, чтобы мои ягодицы не отрывались от пяток. И вот я иду. Касаюсь пола и вытягиваюсь, вот так, вытягиваюсь. Вытягиваю позвоночник максимально. Ягодицы прижаты к пяткам. Выдохнул я здесь полностью, то есть нисколько у меня ни грамулечка воздуха нет в легких. Считаю 8 секунд и делаю вдох. Глубокий вдох, потом глубокий выдох, когда наклоняюсь, абсолютно пустые легкие. Считаю 8 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Смотрите, если дыхание кончается, вы начинаете задыхаться, не хватает вам дыхания на 8 секунд, чтобы задержку сделать с пустыми легкими. 8 счетов могут быть разные. Может быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так тоже может. Но постепенно ведите к 8 секундам. К 8 секундам. Начинающим можно делать так. То есть вдох, выдох, задержка, вдох, выдох. Снова вдох, выдох, задержка, вдох, выдох. Когда вы к этой асане привыкли, можно вот это вот действие не делать снова, а просто подряд. Вдох-выдох. Подниматься и опускаться. Вот. Ну, смотрите, еще разок. Вдох. Выдох. Вытянулся.
Задержал дыхание. Вдох. Выдох. Задержал дыхание. Вдох. Либо с выдохом выдох. Когда дыхания не хватает, то есть можно делать не подряд, а делать вот здесь вот выдох, потом снова вдох и снова наклоняться. Теперь не всегда так все гладко в этой асане. Но, во-первых, могут болеть вот здесь пальцы. Если прям сильно-сильно больно, очень непривычно сидеть в этой позе, сделайте пару раз как положено, и остальные 6 раз сделайте вот так. То есть асана делается 8 раз. Это, конечно, значительно уменьшает эффективность асаны. То есть нагрузка на мышцы гораздо меньше. Вот, ну, что-то лучше, чем ничего. И на следующий день сделайте 3 раза как положено, 5 раз легкий вариант. Следующий день 4 раза как положено, 4 раза легкий вариант. Вот так. Теперь второй момент. Когда мы наклоняемся с прямой спиной. И так, чтобы ягодицы не отрывались от пяток. Вот помните этот момент. Ягодицы не должны отрываться от пяток. Вот, и бывает так, что человек идет, честно вот так вот наклоняется, а потом мышц спины не хватает силы, и он просто падает. Вот так. Когда вы почувствовали, что сейчас произойдет, вот-вот произойдет падение, тогда вы скривляете немножко спину, вот так вот касаетесь пола, и потом просто вытягиваетесь, как по рельсам, вот так вот проезжаете туда вперед, вытягиваетесь, ну и замираете. И потом на вдохе вот так вот поднимаетесь. Понятно? Это называется дирга пранам. Поза долгого приветствия. Следующая асана называется буджангасана. Или поза кобры. Эта асана главным образом действует на анахата чакру. И также она действует на 3 нижние чакры, 3 нижних центра. Вот этот центр, это центр высоких человеческих эмоций. То есть здесь мы ощущаем любовь, здесь мы ощущаем надежду, здесь мы ощущаем веру. Также здесь эмоции наполовину позитивными, наполовину негативными. Также здесь возникает депрессия, здесь возникает уныние, здесь возникает беспокойство. И прорабатывать этот центр, то есть поддерживать циркуляцию энергии, поддерживать хорошее кровообеспечение этой области очень важно в эмоциональном смысле. Вот. Также эта асана, она развивает мышцы спины, она дает гибкость позвоночнику в грудном отделе, она также благотворно влияет на женский месячный цикл. Вот это вот такая позиция. Вырабатывает хорошие эмоции, раскрывает грудь, убирает застой в эмоциональной сфере, становится хорошо. Вот. Делаем кобру. Руки кладу, то есть кончики пальцев лежат на линии моих глаз. То есть в линию глаз упираю их. Предплечья параллельно туловищу лежат. То есть я не буду вот так вот делать, не буду руки поднимать. То есть локти все время они опущены вниз. И я буду подниматься. У кобры, у нее есть только хвост, ног нету. Поэтому 2 ноги соединяются в один хвост. Да? И кобра, у нее рук тоже нету. Она поднимается за счет мышц спины. Вот и здесь я буду подниматься за счет мышц спины, и потом немножко я себе руками помогу. В этой позе очень важно так, чтобы пуп касался пола, не отрывался от пола. И выполняем эту асану на вдохе. То есть грудь расширяется, и я наполняю себя воздухом. В финальной позиции я задерживаю дыхание на вдохе, считаю 8 секунд, на выдохе опускаюсь. Ну вот все, смотрите. Вдох, мышцами спины тянусь, руками помогаю
и запрокидываю голову назад. Выдох. Вдох. Мышцами спины, руками. Теперь голову запрокидываю назад, глаза заворачиваю под лоб. Выдох. Таких движений делаю 8. 8 подходов. Еще разок по всем деталям. Руки лежат параллельно туловищу. Поднимаюсь за счет мышц спины. Выгибаюсь максимально. Дальше уже не могу выгибаться. Продолжаю давить руками. Еще сильнее выгибаюсь. Но голову еще не запрокидываю. Раньше голову запрокинете, она остановит ваш вот этот прогиб. Вот, и когда уже ты максимально выгнулся, стараешься выгибаться именно в грудной области. Не в области поясницы. Будешь в области поясницы прогибаться, там можно себе поясницу поджать. Это не рекомендуется. Поэтому пуп держите как можно ближе к полу. Максимум расстояние от пола и между полом и пупом это вот 2 сантиметра, не больше. Вот, а так вообще идеально, если пуп он прям лежит на полу. И вот вы поднимаешься мышцами спины, руками, и потом уже на финале ты запрокидываешь голову назад, и потом глаза заводишь под лоб. И получается вот такое вот натяжение. И когда асану делаешь, также нужно сосредотачиваться на том, что ты как бы вытягиваешь позвоночник. То есть как бы ты вот весь вот так вот вперед выходишь и вытягиваешь позвоночник. Ну и дыхание. На вдохе. Вообще во всех асанах, во всех упражнениях общее правило. То есть когда происходит расширение грудной клетки, делается вдох. Когда происходит сжатие грудной клетки, делается выдох. И вот здесь вот на вдохе подъем, легкие полные набрали воздуха, сделали задержку, 8 секунд отсчитали и на выдохе опускаемся. И вот таких вот 8 движений. Вот это называется Бхуджангасана, поза кобра. Следующая асана называется йога мудра или йога асана, поза йоги. Что такое йога? Йога означает единение, единство. Момент, в котором ты чувствуешь идеальное единство, идеальную гармонию с высшим сознанием, с Вселенной, со всеми живыми существами. И поэтому эта асана, она очень блаженная. И на физическом уровне ее эффект похож на эффект дирга-пранам. Также укрепляет мышцы живота, укрепляет мышцы спины, ягодичные мышцы, убирает жир с живота, делает талию очень красивой, улучшает работу пищеварительной системы, стимулирует работу внутренних органов и нормализует месячный цикл у женщин. И также берет под контроль негативные эмоции 3 нижних чакр. Ну а психический уровень, ты чувствуешь вот это вот единение. То есть она дает такую остановку уму. То есть ты ее делаешь, и вот наступает пауза, блаженная пауза в разуме. Нету мыслей, нету стресса, нету движения. Есть замирание. И вот одно это замирание, оно дорогого стоит. Поэтому йога мудра. Что мы делаем? Сижу в позе, изначальная поза называется бходжанасана или поза едока. Обратите внимание, не в лотосе, не в полулотосе. Некоторые люди, они пытаются сделать покруче, и поэтому они садятся в лотос. Мол, я умею в лотосе сидеть, значит я буду делать в лотосе. Но в позе лотоса эффект, конечно, будет, но он будет чуть слабее, потому что мышцам работать придется гораздо меньше. Вот. И садитесь в боджанасану. Боджанасана это вот вы кладете одну стопу под одно колено, вторую стопу кладете под второе колено. Вот. И вот так вот у вас колени упираются в стопы, подпираются стопами. Вот это положение. Потом правая ладонь берет левое запястье за спиной. Вот так. Спину вытягиваю, делаю вдох. Полное йоговское дыхание. Помните?
делаю вдох. И делаю выдох. Выдыхаю, выдыхаю, выдыхаю. Иду с прямой спиной, вот так вот с прямой. Из-за того, что у меня спина прямая, я чувствую, как мой позвоночник растягивается. Выдыхаю, 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 выдыхаю. И складываюсь вот так пополам. И вдох. Полное йоговское дыхание. Полный выдох, полный до предела. Ни грамма воздуха нет в легких. Замирание 8 секунд и полный вдох. Ни грамма пустоты нет. Все наполнено воздухом. Вот это называется йога мудра. Еще разок посмотрите. Делаю вдох. Выдох. С прямой спиной. Вытягиваю спину. Как бы вот так вот вперед подаюсь. Больше вперед. И ложусь. И замираю. Задерживаю дыхание. Чувствую паузу. Чувствую единение. Вдох. С первого раза может не получиться так, как у меня получается. Поэтому идите вперед. Важно здесь что делать? Важно, чтобы спина была именно прямой. То есть вы не пытались себя как-то вот затолкать, да, в эту позицию. Не делайте вот этих раскачек. Вообще никогда не делайте раскачки. Вот эти вот пульсирующие движения, они могут повредить. То есть могут выставить суставы. Поэтому делайте одним движением. Сильное движение. Вперед подаетесь и расслабляетесь. Подаетесь и расслабляетесь. И спина прямая. И вот растягиваете, растягиваете, растягиваете. Чуть-чуть еще, чуть-чуть еще. Не обязательно вы дойдете до пола. И вот уже дошли до предела. Тогда расслабьте свои плечи, расслабьте шею. И вот так вот повисните. И пусть гравитация вас дальше потихонечку складывает пополам. Если совсем никак, тогда можете подложить себе подушечку под ягодицы. Тогда будет полегче. Вот. Но обратите внимание, что стопы должны лежать под коленями, то есть для того, чтобы обеспечить устойчивость этой позиции. Вот прямая спина. И ощущение должно быть не скривление спины, а наоборот растяжение спины. Вот это называется йога мудра. Все. 3 базовых асаны вы получили. Практикуйте их. Не больше 15 минут уходит. Между асанами важно делать шавасану. Сейчас я ее продемонстрирую. В шавасане. Шавасана переводится как поза мертвого. Здесь вы как бы умерли. И теперь у вас нет никаких долгов и обязанностей перед миром. Вы свободны от всего. И поэтому вы можете расслабиться. Стопы вот так расслаблены, руки чуть-чуть врозь от тела, ладони смотрят вверх. Когда вы принимаете позу, вы можете немножко вот так подбросить колени и расслабить. Подбросить, расслабить. Потом также подбросить бедра и расслабить. Потом грудь и расслабить. И пошевелить головой из стороны в сторону. И расслабиться. Вот, и расслабляйтесь. Между асанами это коротко, 30 секунд. Мысленно пробежали по всем частям тела и убрали всякое напряжение. Чувствуете расслабление, такое тепло, как будто мышцы растекаются по полу. И потом, поворачиваясь на правый бок, вот так вот сгибаете колено, поворачиваетесь вот так направо, опираетесь о левую руку и поднимаетесь. Вот это называется шавасана. Очень важная позиция. Помните, я вам рассказывал в вводном видео, что асана это как вот сдавливаешь, да, тряпку свернул ее, то есть либо сдавил, отжал,
а потом нужно еще и прополоскать. Так вот, шавасана – это вот полоскание. То есть ты деформировал, изменил форму желез, сжал их, там, скрутил, растянул, а потом ложишься и полностью тотально расслабляешься. И в этом тотальном расслаблении кровь обратно возвращается в органы, и происходит вот это оздоровление внутреннее. Поэтому шавасана, не пренебрегайте, она усиливает все асаны. Мало того, что она усиливает, она еще дает спокойный поток. Я вижу, что сейчас многие делают йогу, одна асана, вторая асана, третья асана, как будто они каким-то спортом занимаются. И очень беспокойно. Нет вот этого блаженного потока во время практики. Поэтому делайте шавасану между асанами. В конце асан нужно делать самомассаж. Есть видео об этом. Нужно сделать самомассаж и потом глубокое расслабление. Глубокое расслабление минут на 8, где ты вот прям расслабляешь каждый свой орган, мышцу за мышцей. Все. Это ваш йога-класс. Практикуйте регулярно, каждый день. Это ваше домашнее задание. Каждый день, минимум раз в день, а лучше 2 раза в день. Все. Намаскар.